Сегодня мы с вами посмотрим, что происходит непосредственно с биткоином, куда мы пойдем в ближайшие дни, и правда ли, что сейчас рисуется голова и плечи, после которой мы улетим непосредственно на 70 тысяч за один биткоин. Так, для того, чтобы начать анализ биткоина, я предложу немножко интересный формат, ну, как мне кажется, интересный формат, потому что на самом деле любой анализ моих графиков всегда начинается со следующего. Мне нужно посмотреть то, что думает толпа. Если толпа думает, что мы сейчас полетим в небо, значит, я буду рассматривать в основном позиции против них. Либо если толпа, ну, как на самом деле в крипте очень-очень сильно любят рисовать всякие там треугольнички, головы и плечи и прочую всякую ерунду, и очень сильно, очень неплохо их наказывают за эти движения. С утра немножко посмотрел, что происходит непосредственно в Твиттере, да, то есть в Твиттере появились вот такие вот новости, ну, товарищ уже получил или еще не получил, не, по-моему, еще не получил стоп, да, то есть такого формата, то есть человек нацелен лонгово. Здесь еще один молодой человек нацелен на лонгово, ну, а тут начинается довольно интересная история по поводу головы и плеч, да, как, по-моему, да, 15-минутный график, то есть технически вот это вот замечательная, очень-очень интересная штука. Нужно будет, кстати, если анализируешь крипту, нужно будет установить инструмент, вдобавок про голову и плечи, да, то есть если помним, то цель по голове и плечам, давно этого не рисовал, но ну, что-то вроде вот такого вот движения. По факту есть хороший полнотелый пробой, есть хорошее закрепление, и вы, наверное, подумаете, что я буду торговать голову и плечи. Не, ребят, я просто показываю, что сейчас, ну, на самом деле, вот можете мне это не верить, просто сами открываете Twitter, пишите биткоин USDT, и поехали смотреть вот такие вот картинки. То есть по факту люди ожидают вот так. Ну, на самом деле, довольно неплохая цель, довольно интересно. И плюс есть полнотелое закрепление. То есть, ну, все, это факт пробой. Сейчас мы делаем тест непосредственно головы и плеч. Может быть, так и есть. Я могу ошибаться, но пока настроение такое. Что же касается других действий, есть еще на 4 часах у нас получается тут зоны сопротивления, поддержки, ну, то есть технически рассматривают треугольник. И, кстати, очень-очень важная вещь по поводу вот этих 4 часов. На самом деле очень сильно люди надеются по поводу 4-часового таймфрейма, непосредственно вот этого выкупа свечей. Что же для меня являются вот эти свечи? На самом деле вот это самая крутая EFC свеча. По-хорошему, прямо на нее нужно ставить тейк. Если видишь такую свечу, сразу же заходи для того, чтобы ее забрать. Конечно, не по маркету, конечно, с какими-то подтверждениями, да, возможно, со стопами, но заходи, чтобы ее забрать. То есть локальная цель, непосредственно вот эта вот свеча, и очень-очень круто это на 4 часах, выглядит. Соответственно, в данном случае есть довольно хорошее, ну, в понимании многих. Если вы, и повторюсь, если вы считаете, что я вдруг не прав, и вы можете быть полностью правы, да, вот, но просто зайдите, посмотрите, что думает большинство. Это просто обычные товарищи, которые обычно просто сигналят, просто рандомно выбираю первых попавшихся. Так, что еще? Плюс посмотрел пару блогеров, ну, тоже периодически это делаю, с пониманием, чего хотят люди. То есть локально канал Satoshi Staker на английском языке, там сколько-то, не помню, подписчиков. Первое, что попалось, еще раз повторю, первое, что попалось. Соответственно, хочет очень плавный, кстати, очень-очень плавный лонг. Плюс Карл to the Moon очень-очень сильно хочет по матику сейчас на линии поддержки сопротивления, да, то есть вот у него отмечена линия, зазывает всех лонговать. Смотрите, еще раз, не еще раз, а просто проговорю то, что в данном случае у меня нет цели сказать, что эти люди делают хорошо либо плохо. Мне все равно. Моя задача просто посмотреть, проанализировать настроение, то, которое есть в Ютубе. Ну и канал Crypto Anap, ну потому что на самом деле за сегодняшний день только буквально пару человек чего-то сделали, все остальные, видимо, отдыхают после выходных, на выходных. Соответственно, в данном случае Crypto Anap видит либо расширяющийся треугольник, кстати, очень-очень крутая штука, сам треугольник, особенно очень люблю его торговать, на паре евро-доллар. Что же касается, здесь еще тут нисходящее движение. То есть, смотрите, это все лонговая предвзятость. То есть, что я сейчас не показал, это все лонговая предвзятость. Единственное, кого я увидел, это
Моцарт, да, довольно большой канал, который говорит, ребят, по ходу не надо сильно торопиться. Во-первых, после большого пролива, да, а пролив, ну, на самом-то деле был большой, то есть мы, если возьмем до самого, то есть сколько, 18-17%. Если что, смотрю данный инструмент только спот, то есть весь мой анализ делается на споте Binance. Самое большое количество настоящих денег, которое здесь проторговано. Кстати, насчет, может быть, биткоин и ETF вы уже больше проторговались, но, наверное, нет. Соответственно, в данном случае пролив 17%, и вот с чем я очень сильно согласен с тем же Моцартом, ребят, никогда не бывает слишком быстрого выкупа, да, то есть если мы хорошенечко, нормальненько пролились и приостановились, не торопись, ты можешь работать во все стороны, можно работать как в лонг, так и в шорт. В данном случае мне очень сильно нравится вот эта свеча. Плюс давайте посмотрим, как это выглядит на самом деле на дневке. Ну, на дневке мы возвращаемся за этим поглощением. Ну и по-хорошему, на самом деле, цель дневки 58 800. Да, то есть локально, исходя из текущей структуры, хотелось бы вернуться к нашему IDM и пойти посмотреть, чего будет дальше. То есть локальная точка входа на 15 минутах, сейчас мы к ней придем. Дневка говорит пока, сейчас дневка говорит за шорт. Если вы посмотреть видео про дневную предвзятость, то можете увидеть, что поскольку тренд у нас начался шортовый, очень хорошо работает обновление хая предыдущей свечи. То есть в данном случае черная свеча сделала обновление хая предыдущей свечи, и мы полетели вниз. Здесь точно такая же картина. Обновление хая предыдущей свечи и полетели вниз. Локальная цель находится вот здесь. То есть первоначальная, конечно, цель будет здесь. Еще предварительная 62 300, потому что там, если помните, на 4 часах выглядит просто бомбическая. Это самая просто лучшая свеча для того, чтобы в нее шортить. Вот такая вот интересная цель. Так, что касается анализа дневки. Про дневку сказал, то есть дневная предвзятость пока шортовая, до обновления минимум вот этих вот, ну, эту зону, ладно, пропускаем, вот этой зоны 100%. И вторая свеча, это вот это, технически это тоже EVC-свеча. То есть мы хорошенечко тогда провалились, соответственно, упали вниз. Что же касается 15 минут. На 15 минутах текущая структура выглядит таким образом. То есть локально мы пробили хай 19 марта, 20 марта пробили этот хай, рванули в небо и получили вот такой вот формата структуру. Есть IDM, ордер блок, экстремальная ликвидность, экстремальный блок. Локально мы видим, что вчера довольно очень неплохо, кстати, провалились вниз. В моменте хотел вот тут вот набирать лонг, честно, потом немножко отвлекся, и когда уже увидел эту свечу, захотелось присоединиться в позицию. Для себя почему-то, если честно, наверное, побоялся, да, то есть были такие сомнения, входить, не входить, и по факту, на самом деле, да, побоялся для того, чтобы входить в локальный шорт. При этом на крипте я такого формата еще входа не делал, поэтому, ну, пока просто тестируются. На Форексе они тоже как бы в тестовом формате, поэтому вот здесь шорт был пропущен, осознанно пропущен, потому что я понимал, что даже если я сокращу риск, мне, возможно, будет очень-очень неприятно, если я там получу стоп. По факту был хороший, замечательный пролив, очень красиво сейчас рисуется вот эта трендовая линия. На самом деле очень хорошо выглядит эта трендовая линия, да, для чего? Для того, чтобы поработать непосредственно по нашему направлению. Да? То есть сейчас очень круто. Что мне вообще в этой всей ситуации понравилось, конечно, мы работаем с этой головой и плечи, да, то есть я понимаю, что большая часть людей, мы же, ну, смотрите, ребят, давайте для начала еще раз остановимся. На крипторынке торгуют люди, которые только недавно познакомились вообще с трейдингом. Соответственно, для того, чтобы этих людей наказать, нам нужно просто взять, рисовать красивый паттерн, красивый там треугольник, красивый какой-нибудь голову и плечи. На самом деле очень круто теханализ позволит вам работать против толпы на крипторынке и сделать какое-то ложное движение, повалиться вниз. В данном случае я вижу, ну, что-то там, расширяющийся треугольник, да, кто там из ребят до этого, из блогеров показывал свои треугольники. В данном случае, если я сопоставлю это все с зонами интереса, я увижу, у меня есть IDM по внутренней структуре. На самом деле, здесь это все внутренняя структура. Вот в этом движении это все большое движение, внутренняя структура. Вот это уже стало SMT-блоком. Давайте я исправлю. И локально у меня вот здесь вот есть только экстремальный блок. По-моему, я больше ничего не пропустил.
Ну, вроде да, будем надеяться, что ничего. Пока, по крайней мере, сюда цена пока не дошла. После разбора я проверю. Здесь у меня, получается, есть IDM, здесь есть IDM OB, и здесь есть у меня экстремальный блок. Плюс на IDM OB у меня экстремальная ликвидность, и что я хочу здесь увидеть. На самом деле здесь два варианта развития событий. Первый вариант — это уже шорт, да, то есть локально я вижу снятие IDM, локально я вижу манипуляцию, еще одну манипуляцию, потенциальное движение вверх, то есть что это за движение вверх? Это движение вверх пробить нашу голову и плечи, в которую люди, скорее всего, маркетом где-нибудь здесь прожимаются. После чего мы должны спокойно, плавненько пойти вниз. То есть здесь набираем, то есть не забывайте, это воскресенье, здесь нет килл-зоны, да, даже я инструмент вот этот включу. Соответственно, здесь нет никаких килл-зон, и это просто на крипте. Кто хочет, тот торгует, да, то есть здесь нет большого обострения, что, ого, мы сейчас полетим. Единственное, я обратил внимание, что в 5 часов, в 15:00, да, то есть по непосредственно Москве, то есть начинается 8 утра по Америке, да, по Нью-Йорку, начинается небольшая какая-то активность. Не знаю, с чем это связано, что там за алгоритмы работают, да, но факт есть факт. Может, кто-то утром просыпается, у него будильник, и он сразу в Америке там залетает, и поехали. Ну, факт есть факт. То есть наблюдайте это, смотрите. То есть локально я получил точку входа, потому что для меня есть манипуляция свип, пересвип вот этого замечательного накопления, плюс непосредственно я понимал, что это там шея, головы и плеч. Не буду вдаваться в подробности, я не очень силен в теханализы, откуда они все будут брать, я понимаю, что в этой области. Этого мне выше крыши. Соответственно, мною была открыта позиция на минутном таймфрейме. Единственная позиция открывается у меня на Bybit, анализ делается только на спот Binance, да, соответственно, на минутном таймфрейме при обновлении вот этой свечи я вошел в позицию. Будем смотреть, куда вернется, придется нам, может быть, я получу стоп, то как бы факт есть факт. Соответственно, где-то в этом районе, единственное, так не понял, почему слетело 700. Короче, где-то вот так вот на внутренних барах получилось у меня взять эту позицию. Смотрите, здесь это... Давайте я просто открою. Вот так вот у меня получилось взять позицию, потому что вход был осуществлен по Bybit. Здесь даже к моему стопу мы практически не пришли. Да, сейчас стоим, бьемся, пытаемся что-то сделать. Локально я готов к тому, что я здесь получу стоп, для того, чтобы мы показали, может быть, какую-нибудь силу, может быть, мы пробились к нашему экстремальному блоку. Соответственно, даже я почему-то будильник не поставил сюда, буду наблюдать, что будет с этим блоком для попытки еще одной войти в шорт. Да, будет довольно неплохо. При этом я должен понимать, что, скорее всего, мы, если придем все-таки сюда, то ребята, которые рисуют непосредственно наши головы и плечи, они, получается, ну, технически, получается, победили, значит, они получили прибыль. В моем понимании, рынок этого должен не дать, соответственно, вот это крайняя граница, то есть, ну, пробой этого блока будет крайней границей для того, чтобы я перестал рассматривать шортовую предвзятость. После чего нужно будет сделать анализ заново и спокойно посмотреть, что, куда, как мы идем. Также по доминации эфириума, к сожалению, вчера не приняли спот эфириум ETF, да, то есть, соответственно, доминация немножечко спускается. Локально для меня по доминации, ну, не доминация, да, то есть это соотношение эфириума к биткоину, локально для меня мы, скорее всего, по анализу тому, который я веду в Smart Money, для меня мы потенциально разворачиваемся, да, то есть локальная зона для попытки разворота. Да, может быть, мы еще там куда-нибудь немножко спустимся. Не могу на самом деле допустить обновления вот этого лоя. То есть понимаю, что если все-таки будет обновление лоя, скорее всего, это будет еще одна палка вниз. Но напомню, набрал немножко в спот эфириума, соответственно, по текущим все равно немного в прибыли, локально смотрим, что будет. То есть я понимаю, что вот этот откат — это реакция на то, что мы немного разочаровали рынок. Но, с другой стороны, если посмотреть дневной график по эфириуму, я могу сказать о том, что в данном случае у меня есть еще снизу одна зона, которая позволит дополнительно посмотреть, чего здесь будет. Может быть, даже для принятия непосредственно позиций, для рассмотра позиций в лонг на маржинальной основе. Почему бы и нет? Вот такое вот настроение сегодня по биткоину. Для вас хотел бы попросить следующее. Поделитесь, пожалуйста, как вам вообще данный формат видео.
Это первое. Во-вторых, давайте сделаем какое-то голосование по поводу непосредственно инструментов, которые будем рассматривать. Потому что я понимаю, что, наверное, нужно биткоин будет по-любому, и к нему мы будем где-то, давайте, две монетки дополнительно разбирать. Монетка, которую буду разбирать, должна набрать большее количество лайков. Да, то есть кто-то пишет, там, допустим, я хочу там условно Пепе, и если я вижу, что Пепе набрала столько-то лайков, и это больше, чем другие, соответственно, я буду ее разбирать в следующем обзоре. Данные обзоры будут выходить в формате, я думаю, раз там в 3 дня. Если понадобится чаще, будет чаще, но я не думаю, что сильно много по крипте прям меняется, чтобы постоянно каждый день делать разбор. Плюс немного касаться крипты буду на каждом утреннем разборе, который проходит у нас каждый будний день с 10 утра. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.